Он все время ждал. И так и не начал жить. Он редко говорил «нет», но почти никогда не говорил «да». Он говорил «потом», когда будет время, когда станет понятнее. Ему казалось, что жизнь начинается не сразу, что сначала нужно подготовиться, разобраться, собраться, и только потом жить. Он ждал подходящего момента, в котором не будет сомнений, где решения станут очевидными, где страх исчезнет сам. Он был уверен, когда-нибудь он почувствует готовность. Он откладывал не только поступки, он откладывал чувства. Он не позволял себе радоваться полностью, вдруг это ненадолго. Не позволял себе любить, вдруг не сложится. Не позволял себе мечтать всерьез, вдруг придется разочароваться. Он экономил себя для будущего, которое все не наступало. Он часто говорил, что сейчас не лучшее время. Не лучшее время для перемен. Не лучшее время для риска. Не лучшее время для себя. Всегда находилась причина подождать еще немного. Со стороны он выглядел разумным, осторожным, взвешенным. Он умел объяснить, почему сейчас не стоит делать шаг. У него были аргументы, планы, обоснования. Он называл это ответственностью. Но внутри он чувствовал странную усталость. Не от дел, а от ожидания. Как будто он стоял у двери, за которой начиналась жизнь, и все никак не решался войти. Иногда он ловил себя на мысли, дни проходят, а ничего по-настоящему не начинается. Он был занят, но не был вовлечен. Действовал, но не чувствовал движения. Жизнь текла рядом, не задевая его по-настоящему. Он ждал уверенности, ждал знака, ждал разрешения. Ему казалось, что однажды все станет ясно, и тогда он начнет. Но ясность не приходила. Самое странное, он не считал себя несчастным. У него было достаточно. Неплохо, нехорошо, просто отложено. Он не понимал, что ожидание стало формой защиты. Пока он ждет, можно не ошибаться, можно не разочаровываться, можно не выбирать. Ожидание было безопасным. Но за безопасность пришлось заплатить. Постепенно исчезло ощущение времени. Годы стали похожи друг на друга. Планы повторяться. Дни сливаться. Он все чаще вспоминал, каким хотел быть. И все реже понимал, кто он сейчас. Однажды его посетила простая мысль, от которой стало тревожно. А вдруг я уже живу тем самым потом? И вдруг оказалось, что дальше ждать некого. Он понял, жизнь не начинается с готовности. Она начинается с шага. Не с уверенности, а с сомнения. Не с ясности, а с движения. Он не стал ждать чуда, не стал ждать вдохновения, не стал ждать идеального момента. Он сделал маленький шаг. Неловкий, неубедительный, но настоящий. И в этом шаге не было счастья, но было чувство, что он наконец участвует в собственной жизни. Он понял, ожидание не делает момент правильным. Оно лишь делает жизнь короче. Он все еще боялся, все еще сомневался, но больше не откладывал жизнь на потом, потому что понял, потом — это форма никогда.